Добрый день, дорогие друзья. Вот такие пинеточки мы свяжем с вами. Еще сюда нужно вдеть нам шнурочек. Потом, когда второй свяжем, потом шнурочек. Здесь я такую вот фирмочку, ручная работа, приклеила. Приколола. Ну, вот такой вот маленький бортик тут. 12 сантиметров здесь, в этих пинеточках. С отворотиком. Пряжа у меня китайская, вот такая, она вся у меня одинаковая, катон. Так что не знаю, что тут, сколько тут, знаю, что здесь акрил. И больше тут ничего я не знаю. 100% акрил, 50 грамм. Ну, метраж где-то метров, может быть, 125-130. Такая толщина. Итак, начинаем вязать. Я для мальчика связала. Взяла вот такую вот коричневую ниточку и отделочку, чтобы немножко они были не такие прям тусклые. Беленькую ставила. Итак, мы набираем на спицы 34 петли. Спица номер 3 я взяла. Набираем 34 петли. Так, 30, 31, 32, 33, 34. Вытаскиваем ниточку и провязываем один ряд все петли лицевыми. Первую снимаем, последняя кромочная. Это подготовительный ряд для подошвы. Так, провязали. Дальше начинаем делать прибавки. Снимаем кромочную, провязываем одну петлю, затем накид. Накид мы делаем от себя. Дальше вяжем 14 петель. Накид 2 лицевые, снова накид, снова 14, так, снова 14, 1, 2, накид, 1 лицевая и кромочную вяжем изнаночной петлей. Дальше мы вяжем все петли лицевые. Накиды вяжем за заднюю стеночку. Вот тут у нас накид, мы вяжем ее за заднюю стеночку. И так мы вяжем дальше. Вяжем все петли лицевые, а накиды за заднюю стеночку. Итак, за счет 4 накидов у нас сейчас на 4 петли больше, то есть 38 петель. Дальше снимаем, второе делаем прибавку, у нас будет их 5 всего. Снимаем кромочную, 1 лицевая, накид и 14 петель. Накид 4. Накид 14,
накид 3, кромочная. Дальше все петли лицевые, накиды перевернутой петлей. Так, следующая, третья прибавочка. Снимаем кромочную, провязываем 3, накид 14, накид 6, накид 14, накид 3 и следующий ряд все лицевые. Дальше четвертая прибавочка, снимаем кромочную, вяжем 4, накид 14, накид 8, накид 14, накид 4 и кромочная. Следующий, как обычно, лицевыми. И последняя, пятая прибавочка. Снимаем кромочную, вяжем 5 петель, накид 14, накид 10, накид 14, накид 5 и кромочная. И затем мы 2 ряда вяжем лицевыми. Один ряд вяжем накид за заднюю стеночку, второй ряд вяжем, возвращаемся сюда вот к этому хвостику. Итак, у нас сейчас 2 хвостика с правой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6 дорожек. Вот наша подошва готова. Вот такая у нас подошва. За счет накидов она стала кругленькая. И здесь то же самое у нас вот кругленькая будет. Очень аккуратно будет подошвка. Дальше берем другой цвет. У меня белый цвет. И провяжем узор кукурузку. Первую снимаем. Дальше 1 лицевая, накид и сняли. 1 лицевая, накид, сняли. 1 лицевая, накид, сняли. И так вяжем до конца ряда. Это неправильная кукурузка.
правильно сейчас провязать одну лицевую и одну изнаночную, а по изнаночной стороне начинать уже узор. Но я первый ряд пропустила, я сразу начинаю узор вязать. Просто я хотела, чтобы зубчики такие вот миленькие были. Поэтому я не стала вязать ряд лицевыми и изнаночными. По изнаночной стороне накид и петлю мы снова снимаем с накидом, отдельно изнаночную провязываем лицевой. Накид и петлю снимаем, получается 2 накида и петля, а отдельную петлю мы вяжем лицевой. Так, провязали второй ряд, третий ряд кромочную переснимаем, отдельно петлю изнаночную вяжем лицевую, а петлю и 2 накида вяжем изнаночной. 1 лицевая, петлю 2 накида изнаночной. Настоящая кукурузка вяжется, как я сказала, первый ряд лицевыми и изнаночными, только рассчитывайте на то, что узор будет с изнаночной стороны, но не с лицевой. Так, провязали. И теперь полностью ряд вяжем лицевыми петлями. Так, провязали мы лицевыми петлями 2 ряда. Теперь поднимаем коричневую ниточку и еще 2 ряда лицевыми петлями провяжем коричневой ниточкой. И в другую сторону также вяжем коричневой. Провязали 2 ряда коричневой. Теперь вяжем 2 ряда белой ниточкой, также лицевыми петлями. Вяжем в одну, в другую сторону лицевыми.
Так, провязали 2 ряда коричневой, 2 ряда беленькой. Теперь берем коричневую и вяжем 1 лицевую, беленькую снять, 1 лицевая, беленькую снять. Так мы вяжем до конца ряда. 1 провязываем, 1 снимаем. Вот так вот. По изнаночной стороне снятую также снимаем, но ниточка перед петлей. Коричневую провязываем, белую снимаем, коричневую провязываем. Вот так вот. Которую снимали, мы так и снимаем, только ниточка уже перед петлей. Это такой миленький узорчик, я люблю их для детских вещей применять. Дальше поднимаем белую ниточку и вяжем 2 ряда белой ниточкой лицевыми петлями. Все петли вяжем лицевыми. И назад провязываем лицевыми. Вот что у нас получается. На спице у нас 54 петли. На мысик я взяла 10 петель. 54 минус 10 – 44. Делим пополам, 22 петли. Дальше беленькая ниточка мне уже не нужна. Я ее отрезаю. Провязываю 22 петли. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Это вот боковая часть. Теперь будем вязать вот эту вот среднюю часть, 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь также должно быть 22 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот эти 22 петли и вот эти 22 петли мы убавляем. Провязываем 2 вместе. Одну изнаночной. Разворачиваемся. Это кромочная. Дальше вяжем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут у нас 22. Мы их убавляем. 2 вместе провязываем. По изнаночной стороне 2 вместе лицевой. Это будет вторая кромочная. Вот эти петли мы убавляем, и эти боковые мы убавляем. Провязываем только средние 10. 1, 2. Ну, уже считать, в принципе, не надо. Уже у нас все посчитано. Вяжем до кромочной петли. Кромочную петлю убавляем со следующей боковой петлей. Вот кромочная и боковая. Считайте, чтобы в середине, перед и после кромочной, было 10 петель. Вот эти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 вместе. Разворачиваемся. И так мы убавляем до тех пор, пока вместе с кромочными полностью все петли посчитаем, и чтобы было 34 петли. Итак, у нас на спице 34 петли. Вот я убавила мысик, у нас получился вот такой симпатичный. И теперь тут я убавила последний раз. Дальше провязываем мысик.
Довязываем до кромочной. Видите, здесь вот такое вот расстояние между кромочной и боковыми петлями. Мы переснимаем кромочную, поднимаем вот эту вот петлю, вот она беленькая лежит, вот она, одеваем на спицу, возвращаем кромочную и провязываем их 2 вместе. Вот так. Дырочки уже нету. Провязываем дальше лицевыми. Дальше вяжем по изнаночной стороне. Довязываем также до кромочной петли. Вот мы довязали. Снова ее переснимаем, поднимаем вот эту ниточку, одеваем назад и провязываем 2 вместе. И вяжем дальше. Дальше вяжем теперь все петли, 2 ряда. Дальше мы вяжем коричневой. 2 ряда вяжем мы коричневой ниточкой в одну, в другую сторону. И потом мы сделаем дырочки для шнурочка. Провязали мы еще ряд лицевыми. И дальше будем делать дырочки для пинеточек, для шнурочка. Провязываем, кромочную снимаем, дальше вяжем 2 вместе. 1 накид. 2 вместе. 1 накид. Накид разницы нет, какой будет делать. Я делаю на себя. Снова 2 вместе. Накид. И так мы вяжем до конца ряда. 2 вместе и накид. Так, накид 2 вместе. Я обычно делаю так. Если у меня после кромочной 2 вместе, то тут у меня перед кромочной всегда будет накид. Или если я тут делаю накид, то в конце у меня будет 2 вместе, а потом кромочная. Дальше по изнаночной стороне все петли провязываем лицевыми, накиды вяжем обычной петлей для того, чтобы была дырочка. Когда вы делаете обратный накид на себя, то тогда очень удобно провязывать по изнаночной стороне. Вяжите просто как лицевую петлю. Вот у нас получается дырочки. И дальше мы вяжем просто лицевыми петлями. Сколько рядов, смотрите сами. Я провязала здесь 19 дорожек. Можете 20 провязать. Шовчик очень аккуратный. Вот смотрите, его абсолютно не видно. Также и подошва тоже очень аккуратно сшита. Поэтому можете тут резиночкой 1 на 1 связать. Но я решила связать просто лицевыми петлями. Итак, вяжем высоту по желанию. Все петли лицевые. Итак, смотрим. Довязала я верхнюю часть. Я тут с изнаночной стороны я считала, мне получилось 19 дорожек. Ну, свяжите 20. Вот такой будет отворотик у нас. Вот такой будет пинеточек. Теперь, как мы будем сшивать? На лицевую сторону поворачиваем. И вот в первую косичку вводим крючок и вытаскиваем ниточку. Вот так вот. И теперь в каждую косичку, вот 2 половинки косички с одной стороны, 2 с другой. И протаскиваем ниточку. Кому удобно, сшивайте этим иголочкой. Но иголочка цепляется за ниточки, поэтому я привыкла всю жизнь сшиваю крючком. Получается очень аккуратно. Кто пишет, что шов грубый, тот ни разу не сшивал. Шов мягче еще, чем сама вязка. Поэтому не надо писать тут... Ой, солнце зашло. Не надо писать здесь то, что вы не знаете. И то, что вы не делали. Так что
сшиваем. Тут у меня ниточка вылезла, но я ее зашью сюда. Не хочу отрезать ее. Смотрим, чтобы совпадали у нас. Вот этот узорчик подтягиваем. Я хочу, чтобы дырочки совпали. Ой, что-то вообще солнце зашло. Свет включу. То солнце, то дождь, непонятная погода. Итак, сшиваем вот где-то вот чуть-чуть выше этих дырочек. Вот где-то вот так вот. Потом выворачиваем на изнаночную сторону. Смотрим шовчик. Где он грубый, покажите, в каком месте. Дальше начинаем шить уже по изнаночной стороне. Ниточки потом мы вот сюда вот заделаем, сюда вот за вот эти петелечки. Потом завяжу узелочек и отрежу вот так вот. Сшиваем вот сюда до этого места. Дальше мы сшиваем подошву. Я беру сначала 2 ниточки, которые тут у меня остаются. 2-3 шва 2 ниточками. Потом 1 ниточкой. Здесь я свяжу. Сильно не стягиваем. Эту короткую отрежу. И дальше сшиваем. Вот беру за вот эти 2 половинки, за вот эти 2. С одной и с другой стороны. Вот 2 и вот 2. Вот видите? И очень аккуратно получается. Шва абсолютно не чувствуется. Без швов можно связать тоже. Есть у меня на канале бесшовные. Но мне они абсолютно не нравятся. Ни форма, ни сам фасон. Не свяжешь с подошвой так, как ты хочешь, чтобы они были красивые, как со швом. Кто не любит сшивать, вяжите однотипные все, начиная с подошвы или же сверху. Я не люблю вязать бесшовные. Так, закрепляем. И протаскиваем пару стежков назад. Так, отрезать буду потом. Сейчас мне, девочки, абсолютно некогда. Тороплюсь. Вот смотрим. Вот у нас получилась подошва. Вот у нас вот такой вот шовчик. Вот так аккуратненько получился у нас. Шнурочки я 50 сантиметров связала крючком. 2. Сейчас померяем, что у нас получилось. Вот такая вот пинеточка. Вот такая вот красота у нас получилась, девочки. Ну, вот это вот, у кого есть, можете сюда какую-нибудь аппликацию, можете сюда машинку, или там, если вы другого цвета вязали, то можете сюда и что хотите можете. Так, и вот сюда вот так вот я приклеила такую вот наклеечку, ручная работа. Заказывала я на китайском сайте. Вот так вот. Плюс еще здесь будет у нас шнурочек. И вот такие вот у нас получились симпатичные пинеточки.
Я вам желаю удачи, всего вам доброго. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Еще очень много интересного вы здесь у меня увидите. Сегодня буду прощаться с вами. Всего вам доброго. До свидания. Надеюсь, до новых встреч. Всем пока.